Приветствую всех на своем канале, меня зовут Анна, это мой канал Волшебные спицы с Анной. Сегодня мы с вами будем вязать вот такое замечательное платье. Вот оно у меня есть в двух видах, да, в двух исполнениях. Одно однотонное, а здесь уже я скомбинировала два цвета. Для работы нам с вами понадобится пряжа. Я вязала из пряжи картопу на 50 грамм, здесь 165 метров. Это у нас полухлопок. Альтернатива этой пряжи Газал джинс или Газал ярнард. Ну, чуть-чуть там получается разница, по-моему, в 5 метров. Но тут не столь важно. И спицы мы с вами возьмем номер 2. Как видите, платьишко можно оформить вышивкой, и можно просто без вышивки. Значит, для начала работы мы с вами наберем 32 петли и провяжем один установочный ряд лицевыми петлями. Будем набирать контрастной нитью темного цвета. Провязали мы установочный ряд, 32 петли набрали, провязали установочный ряд. Разворачиваем. И вот эта изнанка у нас будет с вами сейчас лицевая. Значит, на первых 4 петлях как вяжем? Здесь первая будет кромочная, 3 петли идут планки. Всегда вяжется лицевыми петлями и в лицевом ряду, и в изнаночном. Здесь в конце тоже 4 петли, 3 под планку. И последняя петелька кромочная провязываем все время изнанкой. Кто вяжет, как я, двумя цветами, да, то есть цветное платьишко, прикрепляем нить, и нам с вами нужно провязать 2 лицевых ряда светлой нитью, да, контрастной нитью другой. То есть 3 петли планки провязали лицевой. Далее до конца ряда вяжем просто лицевыми, так как это у нас лицевой ряд. Так. Здесь в конце ряда сделаем отверстие под пуговичку. Кто хочет, вяжет просто планки, оставляет планки под кнопки. Значит, как делаем отверстие под пуговичку? Первое провязываем лицевой, далее делаем накид и 2 вместе. И последняя у нас получается кромочная. Изнаночный ряд планку вяжем лицевыми петлями, где накид провязываем открытым, для того, чтобы у нас отверстие было. Далее центральные все петли после планки провязываем изнанкой до конца, до 3 петель планки. И в лицевом ряду мы с вами будем делать первые прибавки для расширения. Платьишко у нас, напоминаю, на круглой кокетке. Так, довязали. Последние 3 петли вяжем лицевыми, потому что это у нас идет планка. И последняя кромочная провязываем изнанкой. Разворачиваем. Здесь мы провязываем также 3 петли планки. 1, 2, 3 лицевой. И далее нам нужно с вами сделать прибавки. Прибавки будем делать после каждой второй из нижней петли. Как мы это делаем? Значит, нам надо сейчас сделать первую прибавку. Мы вводим спицу в нижнюю, в петлю предыдущего ряда, накидываем на спицу, провязываем лицевой. Мы сделали прибавку. Далее провязываем 2 лицевые. Опять вводим спицу в петлю предыдущего ряда, накидываем на спицу, провязываем лицевой, далее 2 лицевые. Опять вводим спицу в петлю предыдущего ряда, накидываем на спицу, провязываем ее, 2 лицевые. Опять-таки, вот у нас петля ряда, который мы сейчас вяжем, и есть предыдущая петля. Вот вводим спицу в петлю предыдущего ряда, накидываем на спицу,
и провязываем лицевой. Далее лицевая, 2 лицевые. Опять накидываем, провязываем лицевой. Далее опять 2 лицевые. Стараюсь вам показывать поближе, чтобы было видно. Опять вытягиваем петельку с нижнего ряда, провязываем лицевой. Далее опять 2 лицевые. Опять вытягиваем. И так делаем до конца ряда, то есть до планки. Вытянули, накинули, провязали лицевой. Вот. Лицевая, лицевая. Опять подняли петлю с предыдущего ряда, накинули. Опять 2 лицевые. И так далее до конца ряда. Вытянули, провязали 2 лицевые. Опять петельку вытянули, накинули, лицевая, 1, 2. И у нас получается с вами, должно получиться как? Вы вытянули петлю, 2 лицевые. И здесь перед планкой тоже надо сделать прибавку. Но так как мы ее не будем делать прибавку эту с планки, да, с петель планки, а будем делать с петли предыдущего ряда, но только с этой стороны. Смотрите, мы с вами, вот у нас петелька на спицах, первая, да, вот я вроде как достаточно близко, да, показываю. Вот это вот первая, потом идет петелька вторая, и вот это вот как бы третья, да, петля. Вот мы ее вытягиваем, вот она, провязываем лицевой, и далее у нас вяжутся петельки планки. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно, все петли провязываются по центру изнаночной, планка провязывается у нас лицевыми петлями. И встречаемся с вами. Все провязали мы с вами. На спицах у нас должно быть 45 петель. Далее присоединяем другую цветную нить и провязываем планку, получается, лицевыми петлями. Это 3 петли. Далее мы провязываем весь ряд цветной, другой нитью цветной, лицевыми. И с изнанки также провязываем цветной нитью, лицевыми петлями. И встречаемся с вами. Провязали. У нас вот должна вот такая вот дорожка получиться. Далее опять переходим на нить другого цвета и провязываем 2 ряда с лицевой стороны, значит, лицевыми петлями, с изнанки провязываем изнаночные петли. Планку также вяжем платочной вязкой, то есть все время лицевой. И далее мы будем делать прибавки. Давайте провяжите эти 2 ряда самостоятельно и встретимся опять с вами. Провязали еще 2 ряда. Сейчас нам надо сделать с вами опять прибавки. Прибавлять будем точно так же через каждые 2 петли. Значит, первую у нас петелечка снимается. Далее мы вяжем 3 лицевые. Это у нас петли планки. Далее начинаем прибавлять сразу с нижней петельки, да, делаем протяжку. Не через протяжку, вот не вот это, не это поднимаем, да. Если будем поднимать и провязывать так, то у нас будет тут дырочка. Мы именно делаем прибавки с нижнюю петельку мы предыдущего ряда вытягиваем. Вытянули, накинули на спицу, провязали лицевой, далее 2 лицевые. Опять поднимаем петлю предыдущего ряда, накинули, провязали лицевой, 2 лицевые. И так до конца ряда. Вот мы с вами довязали до планки, и у вас здесь остается не 2 петельки в конце, а 1. Все равно мы делаем прибавку, вытягиваем нижнюю петлю, поднимаем, вернее, провязываем лицевой, лицевая и
у нас с вами 3 петли планки и изнаночные. На спицах у вас должно получиться 64 петли. Сейчас провязываем изнаночный ряд. И после этого мы с вами должны еще провязать 4 ряда. То есть 1 лицевой, 1 изнаночный, 1 лицевой, 1 изнаночный. И с вами встречаемся. Провязали. Продолжаем дальше. Сейчас нам надо сделать еще одну серию прибавок. И на этом наши прибавки для круглой кокетки закончены будут. Что мы для этого делаем? Сейчас прибавляем после каждой третьей петли. Сначала делаем прибавку. Все делаем то же самое. Прибавляем с нижней петли, с петли предыдущего ряда. Опять вытягиваем. Сейчас что-то потерялось. Вот, вытянули петелечку. Накинули. Лицевая. 3 лицевых. Опять петлю предыдущего ряда вытянули, накинули. 1, 2, 3 лицевые. Опять вытянули, накинули. 3 лицевые. Вытянули, подняли, накинули на петлю, провязали лицевой и далее опять 3 лицевые. Так вяжем до конца ряда. Вот, довязали практически до конца. У вас получается остается до петель планки 2 лицевые, да, петли. Все равно мы делаем прибавку с петли предыдущего ряда, провязываем 2 лицевые и 3 петли планки, кромочная. На спицах у нас с вами 83 петли. Сейчас провязываем изнаночный ряд и встречаемся. Сейчас добавляем, присоединяем нить другого цвета. Так, и провязываем 2 ряда лицевыми петлями. То есть лицевой ряд у нас будет провязан лицевыми, и изнаночный ряд тоже получится провязывается лицевыми. То есть вяжем 2 ряда платочной вязкой. Так, все, провязали мы 2 ряда платочной вязкой, да, как я говорила. Присоединяем светлую нить. И сейчас будем отделять рукава от переда и спинки. И при этом не забываем, что в конце этого ряда мы сделаем одно отверстие для второй пуговички. Так, значит, вводим светлую нить, 3 петли планки провязываем. Далее 8 петель, это у нас будет спинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проверяем. 2, 4, 6, 8. Сейчас закрываем 20 петель. Закрываем лицевыми. Первую я провязываю, вторую провязываю. Все, 20 петелек мы закрыли. Так, далее нам нужно провязать с вами 19 петель переда. У нас уже одна петля есть на спицах, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 петель переда. Дальше опять закрываем 20 петель рукава, и у нас с вами останется 8 петель спинки и 3 петли планки. В конце на планке делаем отверстие под пуговички. Так, отделили мы с вами рукавчики. Разворачиваем наши
нашу работу наизнанку. Здесь провязали отверстие под пуговички. Провязываем планку лицевыми. Отверстие провязываем открытой, да, лицевой петлей. Здесь продолжаем вязать светлой нитью петли спинки. Их должно быть 8. Далее прибавляем 3 петли под рукавами. Следующим образом. Делаем 1, 2 и 3. Продолжаем дальше вязать изнанкой, изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Провязали. Опять прибавку делаем под рукавчиками, пройму, ну, под пройму. 1, 2, 3. И далее провязываем 8 изнаночных. И 3 петли планки. Здесь, в принципе, темную нить можно будет отрезать, если не хотите, да, прорывать вообще нить контрастного цвета, потому что мы сейчас с вами будем вязать до талии светлой нитью, и здесь получится у вас вот такая вот большая переброска. Ну, можете, допустим, перетяжечка такая, можете, допустим, через каждые 4 ряда просто вот так вот закручивать вот эту цветную нить и подтягивать ее наверх. Я буду именно делать таким образом. Значит, что делаем дальше? Сейчас мы вяжем 8 рядов с вами лицевой гладью, то есть это в лицевых рядах мы будем вязать лицевыми петлями, в изнаночных будем вязать изнаночными петлями. Сейчас можно, в принципе, померить на куколку, как у нас, что у нас с вами получилось. Вот как у нас с вами получилось, вот как это у нас выглядит. Смотреть, если сзади, то вот так планочка на планочку. Все, у нас все получится, должно все хорошо, как говорится, сесть. Все, продолжаем вязать лицевой гладью 8 рядов и встречаемся. Провязали мы 8 рядов лицевой гладью. Сейчас присоединяем опять нить темного цвета и вяжем 2 ряда платочной вязкой. То есть в лицевых рядах мы вяжем лицевыми петлями, и в изнаночных рядах тоже вяжем лицевыми петлями. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Провязали мы 2 ряда платочной вязкой. Вот так у вас должно уже получиться. Что делаем далее? Нам нужно светлой нитью провязать 2 ряда уже лицевой гладью, то есть лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями. Далее мы берем коричневую, ну вот темную уже нить, да, контрастную, в моем случае коричневую я беру. И провязать нужно будет еще 2 ряда платочной вязкой, точно так же, как сейчас мы провязали. То есть получается лицевой ряд лицевыми, изнаночный ряд изнаночными. Всего после вот этого мы должны провязать 4 ряда. 2 ряда светлой нитью, 2 ряда получается у нас темной нитью. Давайте провяжем это самостоятельно. Все, провязали мы все, что нам было необходимо. У нас с вами вот такая получилась как бы кулисочка, да. Все, после этого нам вообще больше не понадобится светлая нить. Мы ее можем обрезать. Сейчас нам нужно будет соединить вязание в круг. Кто вяжет на 4 спицах, тот может распределить просто петли на 4 спицы и при этом соединить вместе вот эти планки. Кто вяжет, как я, Magic Loop,
делать следующим образом. Просто делим пополам наши петли, где вот таким образом, смотрите, здесь у нас спица остается, да, впереди. Эта спица, которая у нас свободная, просто мы ее вот так подтягиваем. Все, подтянули, распределили, да, петли. В идеале, конечно, будет правильно, если здесь у нас с вами одинаковое количество петель будет. Но визуально я вижу, вроде как я угадала. Далее, что нам с вами нужно сделать, это соединить эти планочки вместе. Что мы делаем? Значит, у нас с вами дырочки, отверстия вот здесь, на этой планке. Значит, получается, что эта планочка должна быть сверху, это должна быть снизу. Вот, что делаем? Значит, переснимаем на вспомогательную спицу 4 петли. Это получается кромочная и 3 петли планки. Вот так. Вот так вот нам надо развернуть. Вот смотрите, вот так вот держали, вот так вот развернули. Наложили друг на друга петельки. При этом вот эту нить нужно вывести наружу, вот так. Вот так развернули и наложили планочку сверху, да, чтобы у нас отверстия были сверху. И наша задача провязать по 2 вместе лицевой эти вот все 4 петли. Что делаем? Вытягиваем вот эту заднюю как бы спицу, чтобы нам можно было вязать. И поддеваем четвертую спицу, четвертую петельку и первую петлю планки. И провязываем. Немножко будет первые петелечки тяжело провязываться, да, ну, протягиваться вот так вот. Ну, вот. Можно одну протянуть и вторую. Вот, видите? Обе петли скидываем. Вот мы провязали 2 вместе лицевой. Далее опять-таки поддеваем первую. Вот это уже у нас вторая пошла петля. Вводим снизу. Здесь тоже вводим снизу. И подтягиваем ниточку через 2 петли. Все, провязали 2 вместе. Опять сбрасываем. Опять вводим снизу. Это у нас 3-я петля пошла. 2 вместе провязали. И вот эту последнюю петлю и эту 4-ю здесь с той стороны тоже 2 вместе. Все, вспомогательную спицу мы убрали. Планки мы соединили. Будем вязать с вами по кругу. Провязываем по кругу все петли лицевой полностью темной нитью. И когда мы дойдем до конца ряда, нам надо будет с вами 2 петли планки перенести как бы на заднюю спицу. То есть вот здесь у нас получается 4 петли, и вот эти вот, да, которые мы соединяли, 2 петельки нам нужно с вами перекинуть сюда назад. Как я делаю на своих, да, спицах? Я просто вытягиваю здесь вот леску вот таким образом. Вот, вытягиваю леску. И все. За счет этого петельки у меня перекидываются. Вам же просто, кто вяжет на 4 спицах, просто надо будет эти 2 петли переснять просто на последнюю спицу. Потому что мы будем же вы распределяете их как бы на 4 спицы. И вот на 4-ю спицу вот эти 2 петельки перекинете. Вот таким образом это у нас получается серединка. И все вяжем по кругу. Вяжем по кругу. И после этого первого кругового ряда мы с вами начнем вязать узор. Узор, значит, у нас на спицах должно быть 45 петель. И если вы хотите юбочку попышнее, то вы можете сделать прибавки. Но учтите, что наш узор, раппорт узора 5 петель, да, изначально.
И поэтому количество петель общее должно делиться на 5. Все, провязываем. И давайте начнем вывязывать юбочку и разбираться в схеме. Девочки, вот узор нашего платья. Я, конечно, прикреплю уже потом в конце видео данный, значит, узорчик. Сейчас вот показываю, пока не включая, как говорится, свет в штатив, чтобы он не засвечивал. Смотрите, здесь на схеме указаны лицевые и изнаночные петли. Эта вся схема сделана для кругового вязания. То есть вот первый ряд провязали, вот у нас будет идти изнаночная, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Вот это вот раппорт узора. Далее второй ряд вяжем изнаночная, лицевая, то есть вот как тут все написано. Ничего не меняем. Эта схема, еще раз повторяюсь, для кругового вязания. Если кто-то будет вязать платье не так, как я, по кругу, а хочет вязать поворотными, обратно поворотными рядами, то вот этот вот второй ряд, да, нужно будет вязать по рисунку. То есть, если вы провязали в лицевом ряду изнаночный ряд, изнаночную петлю, то в изнаночном ряду вы должны провязать будете лицевую. То есть, вот этот вот второй, четвертый и так далее ряды вы меняете сами. Я этим заниматься не буду. Эта схема была сделана специально для кругового вязания. Вот здесь также на схеме будут приведены обозначения. Вы будете понимать, как провязывать данную схему. Схема очень-очень легкая. Она вот полностью у меня сделана, вот как нарисована, так и вяжете. Нигде ничего не прибавляете, не убавляете. По схеме, со схемой разберется вот начинающий вязальщик тоже, потому что здесь очень легкие обозначения. Итак, приступаем к вязанию юбки. У нас на спицах сейчас 45 петель. Раппорт узора составляет 5 петель. И поэтому у нас с вами должно получиться здесь 9 клиньев. Начинаем вязать первый ряд. Читаем по схеме, что вначале мы вяжем одну изнаночную. Далее идет у нас лицевая. Потом идет 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее вяжется у нас с вами накид, лицевая. Все, раппорт узора мы с вами провязали. Опять повторяем. Изнаночная, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Таким образом вяжем до конца ряда. Следующий рядовой ряд мы с вами вяжем по узору. То есть, где накиды провязываем лицевыми, и где лицевые, естественно, провязываем лицевыми. Где мы видим изнанку, вяжем изнанкой. В схеме узора указаны лицевые и изнаночные ряды именно для кругового вязания. Давайте провяжем этот ряд и следующий, и с вами встретимся. Изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, лицевая. Провязали один раппорт, продолжаем дальше. Изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, лицевая. Еще раз повторю. Изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, лицевая. Раппорт закончен. Итак, далее мы вяжем до конца ряда. Четвертый ряд у нас с вами получается, как бы вяжем по рисунку. У нас будет с вами там вязаться изнаночная, все лицевые, изнаночная и все лицевые. Давайте провяжем эти 2 ряда самостоятельно, 3 и 4, и встретимся с вами в 5 ряду. 5 ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Как вязать с наклоном влево? Я не раз уже показывала, показываю еще раз.
Я снимаю первую петлю, вторую я провязываю и первую накидываю на вторую. Тогда петелька у нас смотрится с наклоном влево. Далее идет накид и лицевая. Все, раппорт мы провязали. Следующий раппорт опять изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Здесь вяжем просто, да, вот за первую, вторую вместе. Так вот. Далее 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. И так повторяем до конца кругового ряда. 6-й ряд у нас также вяжется по рисунку, то есть изнаночная петля у нас вяжется изнаночной, а накиды мы провязываем лицевой. То есть у нас с вами получится 1 изнанка и 6 лицевых. Давайте довяжем 5-й и 6-й ряд и встретимся с вами в 7-м ряду. Вяжем 7-й ряд. 7-й ряд у нас 1 лицевая, накид, 4 лицевых, накид, лицевая. Вяжем. Так. Изнаночная, лицевая, накид, 4 лицевые, накид, лицевая. Опять повторяем. Изнаночная, лицевая, накид, 4 лицевые, накид, лицевая. Так вяжем до конца ряда. Следующий ряд, 8-й, у нас опять-таки идет по узору. Получается у нас, где накиды будут вязаться лицевые, где изнаночные будут вязаться изнаночными. Давайте провяжем 7-й и 8-й ряд и встретимся с вами в 9-м ряду. Вяжем 9-й ряд. Вяжем первый раппорт. Значит, изнаночная, лицевая. Так, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, далее 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Все, раппорт провязали 1. Следующий еще раз вяжем. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. И вяжем так до конца ряда. Изнаночный ряд, не изнаночный, следующий ряд, получается 10-й ряд, вяжем также по узору. У нас с вами получится 1 изнаночная и 8 лицевых. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается 1 изнаночная и 8 лицевых. Значит, провязываем 9-й ряд до конца. И далее 10-й ряд вяжем по узору. Вяжем 11-й ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Раппорт провязали. Еще раз. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Провязываем этот узор до конца кругового ряда. 12-й ряд вяжем по узору. Изнаночные петли вяжем изнаночными, лицевые петли вяжем лицевыми, накиды также вяжем лицевыми. Так, вяжем с вами 13-й ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Все,
провязали, да, один раппорт. Давайте повторим. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда, и следующий ряд мы также вяжем по узору. 15 ряд. Вяжем изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой, накид, 4 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. Раппорт 1 провязали. Еще раз повторяю. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевых, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Продолжаем вязать до конца кругового ряда. 16 ряд вяжем по рисунку. Изнаночная, изнаночная, лицевыми, лицевые, лицевыми. Накиды тоже лицевыми. И встречаемся с вами в 17 ряду. 17 ряд. Вяжем изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 6 лицевых, 6, далее 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Раппорт закончили. Еще раз провяжем. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, далее 6 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Вяжем до конца ряда. 18 ряд вяжем по узору. Вяжем 19 ряд. Изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 4 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Как видите, у нас получается, что вот эта вот линия наша, да, наша вот этого ромбика, она начинает уходить, как бы убавляться, закручивается уже вовнутрь. Здесь мы уже достигли нашей необходимой нам ширины, и все, пошли на убавление, как бы. Далее повторяем, давайте еще раз. Изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 4 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Таким образом довязываем до конца нашего кругового ряда. В изнаночном ряду мы встретимся с вами, я вам покажу, как нужно будет вязать дальше. Так, давайте провяжем 20 ряд вместе. Смотрите, у нас там появляется дополнительная изнаночная петля, если смотреть на схему. Что мы, как она у нас образуется? Значит, первую петельку, да, начало ряда мы также вяжем изнаночной. Далее у нас идет с вами накид. И эту петлю мы провязываем изнаночной скрещенной. Вот это она. Это получается, смотрите, как делаем. Захватываем, ну, набрасываем нить на спицу, как при изнаночном вязании. И
захватываем петельку не за переднюю стенку, а за заднюю. И вот таким образом провязываем. У нас получается как бы скрещенная изнаночная петля. При этом дырочки не образуются, а образуется просто вот такая петелька. Далее мы с вами провязываем, значит, сколько, сейчас скажу, 2, 4, 6, 8, 10, 12 лицевых. Раз, два. Тут уже накиды вяжем открытыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, провязали 12 лицевых. И опять у нас начинается раппорт узора. Далее опять вяжем изнаночная. Тут у нас получается накид, после изнанки идет. И этот накид мы провязываем изнаночной скрещенной. Для того, чтобы у нас здесь не образовывалось дырочки. Вот так, таким образом. Далее вяжем 12 петель лицевых по узору до конца этого раппорта. Опять мы доходим до изнаночной петли. Изнаночную мы первую провязываем изнаночной, следующий накид провязываем изнаночной скрещенной. И так до конца ряда. Будьте внимательны. То есть в начале раппорта мы всегда провязываем первую изнаночную, далее изнаночную скрещенную. 21 ряд. 2 изнаночные. Так, 2 изнаночные. Далее 2 вместе с наклоном влево. Накид. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. 2 вместе. Лицевой с наклоном вправо. Раппорт 1 мы с вами закончили. Далее опять повторяем. 2 изнаночные. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 8 лицевых. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Все. Далее вяжем по узору до конца, то есть заканчиваем этот ряд, и изнаночный ряд мы вяжем по узору. Здесь у нас будет, добавилось 2 изнаночные, и получается 22 ряд вяжем как 2 изнаночные, и остальные все лицевые. 2 изнаночные, все лицевые. Встречаемся с вами в 23 ряду. Вяжем 23 ряд. 2 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 4 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Повторяем раппорт. 2 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 4 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Так провязываем до конца ряда. 24 ряд мы с вами провяжем вместе, потому что там у нас по схеме, если вы видите, добавляется 3 изнаночная. Вяжем 24 ряд следующим образом. Значит, у нас идут 2 изнаночные, мы должны провязать 3 изнаночные всего. 2 изнаночные у нас уже провязаны, а 3 изнаночную мы должны провязать с накида. Значит, что делаем? Значит, ниточку перекидываем, как при изнаночном вязании, и свяжем за заднюю стенку, дабы не было никакого отверстия. Вот у нас получилось 3 изнаночные. Далее вяжем
все лицевые до следующих изнаночных петель. И так до конца кругового ряда. Встречаемся с вами в 25 ряду. Вяжем 25 ряд. 3 изнаночные. Далее вяжем 2 вместе с наклоном влево. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 4 лицевые. Опять делаем накид. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Закончили вязать этот раппорт. Продолжаем. Повторю еще раз с вами. 3 изнаночные. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 4 лицевые. Накид. 2 вместе с наклоном влево, вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Все, закончили. И вяжем таким образом до конца ряда. Следующий ряд вяжем по рисунку. 27 ряд. Изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все, раппорт вязать закончили. Повторяем. Изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так продолжаем вязать до конца кругового ряда. В изнаночный ряд мы с вами провяжем вместе. 28 ряд. Вяжем 2 изнаночные. При этом накид мы провязываем открытым, то есть вот таким образом, чтобы у нас оставалось отверстие. Далее у нас идет с вами лицевая петля. Опять 2 изнаночные, и далее все провязываем лицевые. То есть в этом ряду у нас появляется с вами между изнаночными петлями лицевая петля, и накиды у нас с вами вяжутся открытые. Опять провязали раппорт, доходим до изнаночных петель, провязываем изнанка, изнанка, лицевая, изнаночная и изнаночная. Далее опять все лицевые. Провязываем этот ряд самостоятельно. Встречаемся в следующем ряду. 29 ряд. 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Закончили, да, вязать раппорт? Еще раз провяжем. 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид,
2 вместе с наклоном вправо лицевой. Закончили. Как видите, да, наши ромбики пошли уже на убыль. Давайте данный ряд довяжем дальше до конца. 30-й ряд у нас вяжется по узору, но вот этот накид, который мы делали вот здесь вот в где между изнаночными, да, видите, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид и 2 изнаночные. Накиды провязываются лицевой. В схеме это обозначено, я думаю, что здесь не составит труда и вы не запутаетесь. То есть провязываем с вами вот этот ряд и 30-й. И встречаемся в 31 ряду. 31 ряд. 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо лицевой, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Далее опять повторяем. 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой. Так вяжем до конца ряда. 32 ряд у нас вяжется по узору, как видите, да. А накиды, которые мы вяжем между 2 изнаночными, мы провязываем также лицевой. И здесь накиды тоже провязываются лицевой. Давайте провяжем это самостоятельно и встретимся с вами в 33 ряду. 33 ряд. 2 изнаночные, накид, 5 лицевых, накид, далее 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все, закончили раппорт 1. Еще раз провяжем 2 изнаночные, накид, 5 лицевых, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем так до конца ряда. В лицевом ряду также вяжем по рисунку, а накиды все вяжем лицевыми. 35 ряд. Провязываем 2 изнаночные, накид, 7 лицевых, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой влево, 2 вместе лицевой вправо. Провязали 1 раппорт. 2 изнаночные, накид, 7 лицевых, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе с лицевой с наклоном вправо. Так вяжем до конца ряда кругового. Далее 36 ряд тоже вяжем самостоятельно. Там все вяжется по узору, накиды вяжутся лицевыми петлями. 37 ряд. 2 изнаночные, накид, 9 лицевых, так, 9 лицевых, накид, 2 изнаночные и 2 вместе с наклоном вправо.
Тут, в принципе, наклон не играет никакой роли. Можете то влево, то вправо, как кому легче вязать. Давайте повторим еще раз. 2 изнаночные, накид, 9 лицевых, накид, 2 изнаночные и 2 вместе лицевой. Все, мы наш, получается, вот этот лепесточек, ромбик, мы полностью закончили вязать. Сейчас будем только вязать вот эту вот рюшку на расширение. Давайте данный ряд провяжем самостоятельно. Следующий ряд вяжется по узору, накиды вяжем лицевыми петлями. Вяжем 39 ряд. У нас получается, смотрите, там в узоре у нас с вами есть 3 вместе с изнаночной. Для того, чтобы это провязать, нам нужно будет вот эту первую петельку на спице перенести на конец. То есть мы ее сейчас провяжем и перекинем туда. Вот таким образом. Кто вяжет на 4 спицах, вам как бы полегче, да, перенести. Вот смотрите, мы ее перенесли. Давайте вязать. Изнаночная, накид, 11 лицевых. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевых. Провязываем накид, изнаночная, и нам надо провязать 3 вместе изнаночной. Просто вяжем вот так, берем, подхватываем 3 изнаночные, 3 петли и провязываем изнанкой. Вот так у нас с вами должно получиться. Далее опять вяжем раппорт наш, изнаночная, накид, 11 лицевых, 11 лицевых, накид, 1 изнаночная, 3 вместе изнаночной. Таким образом мы с вами провяжем до конца ряда, и когда здесь дойдем до конца, то вот эту петельку мы провяжем с вами изнаночной, и здесь провяжем 3 вместе изнанкой. Вот ту петлю, которую мы с вами перенесли, обязательно провяжите 3 вместе с изнанкой. Далее идет у нас следующий круговой ряд, и его мы вяжем просто по узору. Там у нас будут лицевые и изнаночные петли. И встретимся с вами в заключительном ряду. Вяжем 41 ряд. Вот эту петельку опять изнаночную мы провязываем изнанкой и перекидываем ее на спицу другую. Вот так, таким образом. Кто в Magic Club вяжет, тот перекидывает таким образом. Кто вяжет чулочными спицами, просто провязываете и перекидываете. Смотрите, дальше вяжем. Накид. У нас получается 2, 4, 6, 8, 10, 13 лицевых. Накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лицевых. Далее делаем накид, 3 вместе изнаночная, опять провязываем. Делаем накид и опять 13 лицевых. И так вяжем до конца ряда. Следующий после этого ряд мы провязываем полностью лицевые и встречаемся с вами, будем закрывать подол платьишка. Все, мы с вами провязали полностью нашу юбочку, и сейчас нам надо будет закрывать. Закрывать мы будем крючком. Берем контрастную нить. Вот. В моем случае это желтенькая. И присоединяем. Как будем закрывать? Закрываю я крючком. Присоединяем. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3.
Так, подождите, сейчас это, чтобы мне не мешало, уберу. Так, раз, два, три воздушные петельки сделали. Подхватываем здесь 2 петли и провязываем их вот так протяжечкой вместе. Еще раз показываю. 3 воздушные петельки. Провязали. Потом подхватываем 2 петли со спицы. И все 3 петельки провязываем просто вот так вот вместе. И так обвязываем до конца ряда. Ну вот, наше платьишко с вами связано. Можно его отпарить. Кто не хочет отпаривать, если хотите, чтобы сохранилась вот такая фактура, можно просто отпарить, допустим, низ, чтобы он выровнялся. Или же рекомендую при стирке тоже закрепить вот низ. И у вас вот получится вот такая юбочка, как колокольчик. Здесь нам с вами осталось прикрепить пуговички. Ну, здесь получается 2 пуговички у нас будет. Кто не вязал отверстие под пуговички, тот делает кнопки. Все, всем спасибо. Надеюсь, что вязание было приятным. Пока-пока.